Всем привет! Сегодня будем заниматься заменой антифриза на Ford Focus 2 своими силами. Для этого загнали на импровизированную яму. Есть такая на дачке яма. Прикупили все необходимое. Концентрат оригинальной антифриза. Дистиллированная вода. Не только для разбавления, но и для промывки. Я буду промывать. Это, например, на пару раз. Ну, ключик для снятия защиты у меня есть. Так, приступим. Открываем капот и на горячую открутим крышку расширительного бака, чтобы антифриз слился через пробку. Вот здесь она стоит внизу радиатора. Покажу, как ее снимать. Сейчас открыли капот, заглушим двигатель и будем сливать антифриз. Сейчас снимем защиту. И вот в этом месте будет пробка радиатора, через который будем сливать. Вот мы сняли защиту. И вот наша пробочка, через которую будем сливать. Она до конца не выкручивается, выкручивается половину. Сейчас подставим ведерко и начнем сливать. Слили антифриз, он еще капает. Вот такой вот, такой мутноватый. Ну там то, что плавает, это у меня просто ведро было нечистое, так что не обращайте внимания. Ну такой мутноватый, как видим, да? Там залив бутылку, будет видно. Промывать надо будет. Тем более я антифриз не менял с момента покупки автомобиля. Что там было до меня, непонятно. Ну вот она вытекает из пробочки, как видим, да? Сейчас подождем, пока сольется до конца. Закрутим пробку и будем заливать в воду для промывки. Как видим, немножко не слилась с бачка. Вроде бы осадка нету, но я думаю, сейчас бачок сниму и тоже его промою водичкой дистиллированной. Слили мы наш старый антифриз, вот он такой. Ну, я могу сказать, что более-менее по качеству он получился. Так, залили вот часть оттуда воды и часть отсюда. Там будем разбавлять. Так, залили сюда воду. И сейчас будем запускать и будем давать работать. И двигатель. Ждем, когда вода откроет сейчас термостат, и вода уйдет. Будем подливать. Подождались, когда вентилятор заработал, соответственно, открыт. Сейчас будем сливать водичку первой промывки. Слили мы первую промывку после воды. Как видим, цвет еще насыщенный. То есть, видимо, во-первых, у меня концентрат был большой, я как-то доливал концентратом. Ну и осталось после первого слива, потому что слилось у нас 5 литров, а в системе 6,3. То есть где-то литр. Вот он разбавился на воду, дал такой цвет. Сейчас дождемся, пока сольется, закроем и нальем вторую партию промывки. Добавим второй раз на вторую промывку дистиллированную воду. Вот. Чуть меньше минимума сейчас добавим. Сейчас заливал вот 5-литровую. Меньше 5 литров. 4 с чем-то. Ну так и остается где-то литра полтора на Форде Фокусе втором. У меня двигатель 1.8. В системе остается вода. Соответственно, нужно будет перед заливкой. Вот я разбавил на 5 литров. Это у меня уже разбавленный, готовый. Антифриз. Значит, сначала зальем, наверное, чистый антифриз. Наверное, если учитывать, что там литр остается воды с чем-то, значит, нужно будет литр антифриза залить. Одного. А дальше отдалить вот этот уже разбавленный. А что останется, дольем пустую бутылочку, будет для доливки уже готовый. Не концентрат, а готовый. Так, ладно, сейчас доливаем воду.
Запускаем и ждем открытия вентилятора второй раз. Вот мы видим, справа это просто антифриз, который я слил из начальной системы, а слева после первой промывки водой. Как видим, где-то литр с чем-то, как мы знаем, осталось в системе. Вот она промылась и дала цвет все-таки розовый. То есть там антифриз еще есть. Тот, который стоял. Но уже заметно почище, как мы видим, да, вот. Первый помутнее, второй поменьше. Правда, слилось чуть меньше. Да, действительно слилось где-то в районе 4 литров. Первый раз слилось 5. Что это может говорить? Что я залил на литр меньше, да? Ну, ладно, посмотрим. Вот у нас еще, сейчас мы залили вторую промывку, вот там пустая стоит канистра. А вот еще у нас здесь есть, ну, как раз 4 литра есть. На промывку зальем, сольется, наверное, 4 литра. Литр останется, скорее всего, будет вода в системе. Дольем 1 литр концентрата, получится 2 литра концентрата. Уже не концентрат, а разбавленный будет, концентрат с водой в системе. Ну и до остальной дольем уже разбавленный. Вот к 1 к 1 антифризом разбавленным. Так, посмотрим, ждем открытия вентилятора. Сейчас вот работает двигатель. Отметка на минимуме, никуда не уходит. Воздух вот там идет, но мало. В общем, ждем, что посмотрим, что получится. Включился вентилятор, включился термостат. Сейчас будем глушить и сливать второй раз промывку. Ну вот мы слили вторая промывка. Так, это вот слили первый, как мы знаем. То, что было в системе. Это первая промывка, вторая промывка. Сейчас делается третья промывка. Вот я залил последнюю воду. Она уже почти беленькая. Ну, как видим, что она все светлее, светлее, там почти в системе вода. Ну, то, что меньше, не 5 литров, меньше, это я понял. И когда переливаю с ведерка сюда, у меня нет лейки. Соответственно, она разливается. То есть ориентируемся по вот этой вот емкости. Здесь у нас 5 литров. Соответственно, в систему сливается 5 литров. На 1,8 Ford 2 Focus 6,5 литров. То есть, соответственно, в системе остается 1,5 литра. Сейчас, значит, сольем третью промывку. Значит, соответственно, в системе останется где-то 1,5 литра воды. Дольем 1,5 литра концентратом. Ну, вот он как раз у меня остался литр и 1,5. У нас будет в системе 3 литра разбавленного антифриза, как и надо, 50 на 50. И 2,5 литра, значит, дольем вот этой вот уже разбавленной, готовой нашей смесью антифриза с ледяной водой. То есть получится 3 и 2,5. И здесь останется 2,5 литра. Я думаю, что залью я вот в эти пустые емкости, которые останутся. Будет у меня на доливку. То есть уже готовая смесь 50 на 50. И будет у меня, значит, лежать не концентрат, а сразу готовый состав, который буду доливать. Вот, слил я после третьей промывки. Как видим, водичка чуть розовенькая. То есть концентрация вообще мизерная. Практически дистиллированная вода. Никаких примесей нет. Ну, то, что черное, это на ведре, а ведро грязное. То есть чистенькая, хорошенькая, судя по всему, должно быть 5 литров. Но это потом, когда выльем бутылку, посмотрим. Так, сейчас даем до конца слиться, пусть двигатель остынет. И будем заливать концентрат. 1,5 литра, чтобы в системе было 3 литра смеси 50 на 50. И дольем дальше тремя литрами уже готовой смеси, которую я показывал. Залил я в систему 1,5 литра концентрата. Там получилось с учетом того, что 1,5 литра воды оставалось 3 литра. И долил 3,5 литра вот готового раствора 50 на 50.
получилось как раз вот 3,5 литра. И здесь 1,5 литра чуть больше осталось. Я его сейчас отолью в пустые бутылочки из-под концентрата, будут у меня готовый разбавленный раствор. Так, сейчас перелью. Налью сюда последнюю промывку, поставлю рядом с этим и покажу, что у нас получилось после всех промывок. Так, ну вот мы видим. Это наш слилась антифриз изначально. Первая промывка, вторая и третья. Как мы видим, третья промывка практически, ну, прозрачная. Там, конечно, есть розоватый цвет, но антифриз оставался. Ну вот первый готовый, да, первая промывка, вторая, третья. Слилось, конечно, не 5 литров, поменьше, литра 4, значит, в системе оставалось еще где-то 2,5 литра воды. Ну, я думаю, слилось не потому, что там осталось много воды, скорее всего, 1,5 литра и осталось. Просто заливал я по 5 литров, чуть меньше. Последний раз я как раз и залил вот столько воды, и столько она и слилась. Соответственно, сколько было там, столько и осталось. Значит, смотрим по первой системе, слилось 5, как мы и считали. 1,5 литра осталось, добавили 1,5 литра концентрата, получили 3 литра готовой смеси, добавили 3,5 литра и получили 6,5 литров, как у нас по паспорту есть. Ну и оставшиеся вот, налил я сюда, готовая, будет в этих баночках у меня готовая смесь, получилось 2, ну не 2,5, чуть поменьше, 2,300. Так что теперь, если будет уровень пойдет, я долью. Да, думаю, может быть, сразу вот это вот уйдет, как только продолжительно поездка будет. По всем системам воздух выгонится и дольется. Вот это баночка. Ну вот так заменяется антифриз на Ford Focus 2. Похоже на всех остальных машинах. Своими нюансами сами посмотрите. Всем приятно. Пишите в комментариях, как, возможно, вы меняли. Может быть, у кого-то есть мысли, как слить антифриз весь полностью, что в системе не оставалось 1,5 литра. Ну, или сколько там у вас остается. Ну, конечно, понятно, что если радиатор снимаете, он снимается весь. Или там помпу менять будете, вам сольют. Но я говорю, что при замене вот своими силами на яме. Если у кого-то есть предложение, как слить весь антифриз, пишите. Приветствуются комментарии. Посмотрим. Может быть, действительно ваш вариант имеет право на жизнь. Всем счастливо. До свидания. До новых встреч.